Приветствую вас, мои ласточки, с вами снова Алла Касаткина, проект «Ладное я». Сегодня мы будем говорить, хорошо вам, блин, советовать. Вот на эту тему мы будем с вами сегодня говорить. Это будет видео специально относиться к разделу шоковой терапии по поводу отношений свекрови и невестки. Я получила такое сообщение, где так и было написано: Алла, хорошо тебе советовать, ты небось со своей свекровью не живешь вместе, маму свою ты уже нашла с ней отношения, и тебе хорошо советовать всем, а мне вот страшно сказать, да, я, блин, сейчас как скажу, это превращается все в скандал. Да, естественно, я с вами согласна. Да, легко перегнуть палку, особенно когда эмоции на пике, особенно когда вас достали вот так вот, и когда вы говорите и даете ответ свекрови или маме своей в тот момент, когда вы говорите сгоряча, потому что вас уже разогнали, то есть оттянули как резинку в рогатке, и вы летите как вот тот орех или камешек, который в рогатку и вставляют для того, чтобы кому-нибудь угодил в глаз или куда-нибудь в другое место. Но на самом деле это самая неудачная позиция, в которой можно вести разговоры что с мамой, споры и выяснение отношений, что со свекровью, особенно со свекровью. Потому что свекровь тетка властная, сильная, горлатая обычно. Она четко знает все уязвимые, все слабые места своего сына. Она знает, что она может вас придавить легко. Если она вас качает на эмоции, значит она главная. И на эмоциях вы ее не возьмете. И обычно, когда я даю такие хорошие, короткие комментарии, где надо сделать одно точечное действие, мне барышни пишут: хорошо тебе, блин, советовать. А мне либо страшно, да я в ответ как получу, да чем это для меня обернется и все тому подобное. Так вот, молодые мои хорошие слушательницы, а может и не очень молодые, если вам страшно, никогда в момент, когда вам очень страшно или когда вы в отчаянии, не делайте то, что я рекомендую в своих видео. Почему? Потому что лучше всего у вас это получится, когда внутри вы для себя несколько раз отрепетировали эту фразу. Можете даже перед зеркалом, которую я советую сказать с вашей свекрови или мужу, или подругам, если я даю эту рекомендацию видео. Отрепетируйте эту фразу перед зеркалом так, чтобы вам не было страшно ее говорить, и чтобы вы говорили ее, обязательно улыбаясь. Чтобы вы говорили, если свекрови и говорите: мама, вы сказали, что вы вычеркиваете нас из своей жизни. Да, конечно, мы согласны, вычеркивайте. Вычеркивайте с дорогой душой. Чтобы у вас это получилось не так: ах ты, Грымза старая, вычеркивай. Вот этого не надо, потому что вы будете похожи на двух хабалок на базаре. А вам это не надо. Ваш муж будет смотреть с ужасом что на вас, женщину, которую он любит, что на свою маму, которая претендует тоже на его любовь. Он будет говорить: боже, эти две Грымзы хотят, чтобы я их любил. За что? Пойду я к третьей. Но для того, чтобы этого не произошло, вы всегда должны быть на высоте, вы должны быть спокойны. И самые ядовитые язвы свекрови обычно невесткам загоняют шило в задницу, именно с улыбочкой ехидной, чтобы сын видел, как бесится его жена, а мама такая спокойная и доброжелательная. Если у кого-то есть сомнения, посмотрите фильм «Моя свекровь монстр». Вот там ярко это все показано. Так вот, для того, чтобы победить свекровь, вам не надо с ней скандалить, вам не надо с ней спорить, вам не надо на нее переть танком. Победите ее оружием. Улыбайтесь ей в присутствии своего мужчины и говорите: мама, хотите вычеркнуть? К херам вычеркивайте. Мы вздохнем с облегчением. И все. Сказали, отрезали и забыли. И тогда вам будет проще это сделать, потому что у вас уже нет страха, вы уже у себя в голове все проиграли, даже самые страшные последствия. Ну какие? Ну сейчас она в обморок упадет или обвинит вас. Так она вас 1000 раз объясняла. Но вы в этот момент не психуете, вы не теряете свое лицо, а она его потеряет. Потому что это тот вариант, который ее заведомо не устраивает. А вы говорите об этом с улыбкой. Поэтому вы остаетесь в выигрыше. Это будет ваш такой хороший козырь и положительный момент, который вы точно будете знать, сыграет в вашу пользу в глазах вашего мужчины. И когда вы знаете, что у вас есть такая броня за спиной, скажите, что сейчас происходит с вашим страхом? Наверняка вы улыбаетесь вместе со мной, когда смотрите это видео. Наверняка вы понимаете, что вот этот вот монстр совсем не такой страшный. Ну а чтобы превозмочь страх в тот момент, когда вам придется сказать, если вдруг он будет выскакивать, представьте себе свою свекровь
в ночной рубашке ядовито какого-нибудь такого ядрено-розового, либо ядрено-салатового цвета, в диких кружевах, в сумасшедшей шляпе с большим бантом и с розочкой в зубах. Я думаю, ржать вы уже захотите прямо сейчас, когда будете представлять. И вот точно так же, когда вы будете ей говорить: да, мама, вычеркивайте, вы точно так же сможете улыбаться, как и сейчас улыбаетесь, просто представляя себе эту картинку. Это еще один маленький такой вот защищающий ваш приемчик, который поможет вам, с одной стороны, наладить отношения и укрепить отношения со своим мужем, а с другой стороны, объяснить свекрови ее место в вашей жизни. Обратите внимание, я не призываю вас, я знаю, что сейчас свекрови, которые смотрят мое видео, скажут: сучка, чему ж ты их учишь, они же меня уважать перестанут. Нет, они не перестанут вас уважать. Потому что когда вы займете свое место и немножко отойдете на полшага, вот тогда они захотят и совета у вас спросить, и тогда они захотят... Кстати, ладно, не буду я про свекрови говорить, я для вас сниму, для свекровей, против невесток вреден, я сниму отдельное видео. А сейчас я прощаюсь с невестками, мои золотые. Счастья вам. Я сама была невесткой, я знаю, что это такое. Моей свекрови уже нет в живых, светлая ей память, но я знаю, что это такое, как выстраивать отношения с свекровью для того, чтобы все было хорошо. Счастья вам, любви, мудрости. Ну и теперь у вас есть прям несколько приемчиков, которые будут помогать вам преодолевать страх перед свекровью. С вами была Алла Касаткина. Пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я очень люблю это дело. Задавайте вопросы, пишите комментарии. И до встречи в следующих видео из серии «Шоковая терапия для семейной жизни». Пока-пока.